Сергей пошел в лес в середине октября. Утро было холодным, после ночного дождя ветки блестели, а под ногами хрустела мокрая листва. Он часто ходил туда один, собирал грибы, фотографировал лес и просто отдыхал от города. В тот день он свернул с привычной тропы и забрел довольно далеко. Уже собирался возвращаться, когда услышал за спиной странный звук. Что-то тихо пискнуло. Сергей остановился, снял сумку и оглянулся. Ничего. Показалось, наверное. Он снова закинул сумку на плечо и пошел дальше. Через несколько минут услышал тот же звук, на этот раз совсем рядом. Мужчина снял сумку и внимательно осмотрел ее. На нижнем ремне что-то шевелилось. Он присел. К ткани прицепилось крошечное животное. Сергей даже не смог сразу понять, кто это. Маленькое, почти без шерсти, с закрытыми глазами и тонкими лапками. Оно дрожало от холода и изредка издавало слабый писк. «Ты откуда здесь взялся?» Сергей осмотрел землю вокруг, поблизости не было ни гнезда, ни норы, ни следов взрослого животного. Он решил оставить малыша на месте и найти мать. Положил его под куст, отошел метров на 50 и стал ждать. Через несколько минут маленькое существо снова оказалось возле его сумки. Сергей не поверил своим глазам. «Ты что, за мной пошел?» Он еще дважды пытался оставить его, но каждый раз малыш полз вслед за ним и цеплялся за ремень. В итоге Сергей сдался. Он завернул найденыша в старую кофту и осторожно положил в сумку, оставив сверху немного воздуха. Дома он сразу начал искать информацию. Понять, что это за животное, оказалось невозможно. Детеныш был слишком маленьким. Сергей отвез его к ветеринару, но тот тоже не смог определить вид наверняка. «Главное — тепло и правильное питание», — сказал врач. «И не кормите его, чем попало». Сергей купил специальную смесь и несколько дней буквально не отходил от малыша. Тот ел понемногу, много спал и все время пытался куда-нибудь забраться. Через пару недель у него появилась шерсть. Она была серовато-рыжей. Потом открылись глаза, а затем началось самое интересное. Малыш научился цепляться за занавески, взбираться на шкаф и прятать еду под диваном. Сергей смеялся, когда находил там запасы. Иногда зверек садился ему на плечо и долго смотрел в окно. Сергей все чаще замечал, что тот особенно внимательно следит за деревьями. Когда весной мужчина впервые вынес его на дачу, зверек моментально забрался на ближайшее дерево. Он двигался по стволу так легко, будто делал это всю жизнь. Сергей стоял внизу и смотрел вверх. «Ну и кто же ты у меня такой?» Животное молча перебралось на соседнюю ветку. С каждым месяцем оно становилось крупнее. Хвост постепенно сделался пушистым, тело вытянулось, а движения стали быстрыми и уверенными. Сергей начал понимать, что ответ уже где-то рядом, но все еще не хотел делать поспешных выводов. Однажды вечером он сидел за компьютером и случайно открыл старую фотографию, которую сделал в первый день. На снимке был тот самый маленький комочек, почти без шерсти, цеплявшийся за ремень сумки. Сергей увеличил изображение. Потом посмотрел на взрослого зверька, который сидел у окна. Он снова посмотрел на фотографию. Несколько секунд мужчина молчал. «Не может быть». Зверек повернул голову. Сергей подошел к окну и внимательно рассмотрел его. Теперь сомнений почти не оставалось. Рыжая шерсть, огромный пушистый хвост, привычка прятать орехи, невероятная способность лазить по деревьям. Мужчина усмехнулся. Он, наконец, понял, кого тогда подобрал в лесу. Но прежде чем Сергей успел сказать это вслух, зверек схватил со стола орех, подбежал к окну и исчез среди веток. Сергей только покачал головой. Теперь он точно знал, кем был тот маленький неизвестный малыш, который однажды прицепился к его сумке. И самое странное, спустя столько месяцев зверек все равно иногда возвращался к тому самому старому ремню и цеплялся за него лапками, словно помнил первый день их встречи.